Дорогие мои зрители, я скажу коктейль один. Ну, я думаю, у некоторых возникали такие проблемы. Сейчас я достану, покажу, и вы тогда поймете. Это томатный, ой, не томатный, гранатовый сок в пачках. При открытии, то есть 100% там практически ничего нет, из концентрата сделаны. И есть этикетка здесь. Я выставлю ее. Жена переливает из пачки в бутылку. И мы добавляем, когда кофе пьем, чай, не добавляя сахара и меда. Но я хотел сказать вам другое. Я покажу вам один коктейль. По-научному можно его назвать детоксный. Это петрушка, это вода тепленькая, а это сода пищевая. Берем ложечку. Ложка чайная. И в теплую воду, так сказать, ну я ложу обычно ложку, не боясь. Вот достаю петрушку, не всю, а часть, потому что за один раз мы все равно все не выпьем. А исходя из того, что у нас есть, я достаю петрушку, так как корешки, как в той сказке, мы не едим, я их просто отрезаю полностью, не сожалея об отрезанном, так как петрушка еще не огородная, поэтому мы варить не будем. И замачиваю его в воде. Приблизительно, я замачиваю так, замочил и пошел, делаю что-нибудь. Поэтому то же самое сделаю и в данный момент. То есть остановлю съемку и пойду выброшу мусор, подотру и так далее. Как вы понимаете, прошло чуть больше 10 минут. Я уходил смотреть новости. Прополоснул, положил в сито. Вот она будет стекать, и я ее сейчас порежу. И в принципе покажу дальнейшие свои действия. Соду я убираю, она больше нам не нужна. И пачку убираю, она нам тоже не нужна, потому как мне надо было только показать вам состав. Бутылка останется, и я добавлю еще блендер. Ой, извиняюсь, сделаем больше света, чтобы было все красивее. Ох, какая сочная и вкусная. Сегодня выбирали, нам повезло. Поэтому, дорогие мои, я порежу и поэтапно все это буду показывать. Ну что, я пошинковал. Красотища. Не очень мелко. В общем-то, оно и не надо. И здесь еще будет добавлен один ингредиент. Я его пока не почистил. Скажем, на 1 литр я начинаю грамм 50-20. Не хочу на весы кидать, на глаз делаю, потому что чуть переборщите, но у вас желудок, как сказать, возмутится. Значит, будете знать, кефиру добавьте. И это будет детокс-коктейль, так его назовем. То есть действие петрушки, кефира и гранатового сока с имбирем не только чистят, но еще энергетически заряжают. Не хочу умничать, да? Но зная биохимию,
хорошо разбираюсь в трудах Шелтона, Арнольда Эврета и других великих и русских академиков, которые прожили и показали своим трудом и работой. Я очень уважаю Амосову. Также в интернете гулял и гуляет Столешников. Вот. Но я дошел до той истины, что это группа лиц. Поэтому хочу сказать, что если вы напишите, в какой последовательности правильно смешать, я буду вам признателен. Если вы не угадаете, я напишу конкретно потом, когда комментарии будут. И тогда вы узнаете секрет и почему. Поэтому, скажем, эти ингредиенты надо правильно смешать. Но сделаю подсказку: на молекулярном уровне все вещества взаимодействуют своеобразно. И я хотел бы, чтобы вы для себя любимого, как и я для себя любимого и для своей супруги, да, стараюсь не только знать, но и применять. Вот такие вот мы моряки в отставке. Приятного вам просмотра. Покажу потом просто, как мы пьем, как смешивали и тому подобное, какие пропорции ваши. Пишите. Я свои пропорции напишу в каком-нибудь, просто в шотсе, чтобы вас не мучить. Приятного просмотра. Надеюсь и на комментарии, и на лайки. А больше всего, конечно, меня волнуют подписки. Все гонятся за подписками, а я думаю, а что я-то не гонюсь? Ведь чем больше у меня подписчиков, тем больше моей информации достанется вам, моим зрителям. Может, кому-то это что-то поможет. Плохо, что вы не смотрите все мои фильмы. Может, у меня порядок неправильный, не ютуберский, не блогерский. Но я перенес трансплантацию сердца и хочу вас заверить. Все свои изыскания, которые я делал от чистого сердца для того, чтобы знать, что говорит наука и что есть на самом деле. Природа, натуропатия, вещества, травы, еда, в каком виде и так далее. Я тоже знаю все эти слова: энзимы, взаимозаменяемые компоненты, химию и так далее. То есть H2SO4OH я тоже знаю, что такое. Но я не хочу умничать, потому что я надеюсь, что меня смотрят здравые люди, не менее грамотные и начитанные, чем все блогеры. Вот. И я хочу, чтобы вы просто попробовали, сравнили и написали. Мне больше принесет удовольствие не ваша подписка, а ваш комментарий. Вы попробовали раз, два, три. И если вы выберете из моих рецептов последовательность правильную, то буквально 3-5 дней вы заметите, что у вас что-то перестало болеть, что-то перестало хрустеть, что-то. Ну, я думаю, не знаю, как это сделать, может быть дойду. Потому что я смотрю блогеров, смотрю, как они делают, как они быстро делают рецепты. Вот. Я за этим не гонюсь, скажу честно. Приятного всем просмотра. До встречи следующих. Доброе утро. Я, как и обещал, показываю, что я ингредиенты вам выдаю, показываю, как я их там делал и так далее. И надеюсь, что вы для себя поймете. Я не рекламирую, я не верю, я просто знаю, что делаю и что говорю. И если вы действительно будете пробовать мои рецепты, но вначале скомпонуйте, что вы хотите, мотивацию для себя, то через 3-5 дней вы будете видеть результаты. Буквально. То есть, если вы распределите мои рецепты у себя, шпаргалочку для очистки сосудов, для того, чтобы не болели ноги, там, и так далее, и так далее. План себе накидаете. Ищите. Моему каналу не 1 год. И первоначально я не мог делать, я просто как мог, так делал.
исходя из этого. И чтобы было вам понятно, мне 66 лет, на этапе 67-й, ну, буквально в апреле будет, я перенес больше 20 операций. На сердце семь именно серьезных операций. Трансплантация, постановка ЛВАД прибора. И когда сделали трансплантацию, 5 сопутствующих. Но не на сердце, а в системе. То есть проблемы были с кровью. И вот я перед вами. Сейчас закончу кино и пойду гулять. Погода хорошая, классная. Поэтому извините, что свет не включил. Он у меня есть, но это для того, чтобы вы понимали, что я не блогер. То есть посмотрел, я не доделал. Сделал, но неправильно. Поэтому подправляюсь. Надеюсь на ваши комментарии. Если будут вопросы, я буду отвечать. Или фильмом уже, который у меня есть, либо каким-то образом предложу попробовать. Результаты вы ощутите. Вот. Всех благ. Вы видите все ингредиенты. Я покрошил имбирек. Но отходов было немножко больше, поэтому я дорезал весь этот кусок. И приготовлено к бою коктейльное оборудование. Очень жду от вас комментариев и ответов на мои вопросы. Немножко выдаю секреты. Но думаю, они ж на пользу должны быть. Я, грубо говоря, за 1,5, а может и 2 часа готовлю первую часть коктейля. Ну, как вы поняли, я сделал вот это, вылил сок 250 грамм, так как я делаю все на двоих. И сейчас забью и после этого поставлю в холодильник. И крышка, она плотная, на резиновом этом варианте, ну как бы резиночка, поэтому она плотненько накрывает. И после того, как я забью, я уберу в холодильник. Да, уже так более или менее, но я забью дальше. Я думаю, вы понимаете, для чего я это делаю. Надеюсь, если понимаете, вы напишите в комментариях. Если вы не пишете, то, в общем-то, наверное, я буду заниматься чем-то другим. То есть нет комментариев, буду сам себе. Как положено сам себе. Для своего удовольствия. Ну, консистенция уже вроде бы как и ничего. Ну, в общем-то, перемалывать еще больше не вижу смысла, потому что за 1,5-2 часа она придет в то состояние, которое называется определенным словом. Ну, а по-нашему простому, так сказать, будет супер напиток для супер здоровья. Даже в возрасте выше 65.